Привет, друзья! С вами, как всегда, Яна, и вы на канале Нави Junior. Как вы уже наверняка знаете, к нам присоединился молодой перспективный новый игрок. И сейчас мы с ним и познакомимся. Привет, Дима! Всем привет! Как твое настроение? Все отлично, Лгуче. Как проходит твой выходной? Как обычно. Как вот это урок математики, всякое такое, к школе готовлюсь потихоньку. Хорошо, давай тогда для тех зрителей, кто с тобой еще не знаком, расскажем, сколько тебе лет и откуда ты. Мне 13 лет, зовут меня, как вы уже знаете, Дима. Сам я из такого, среднего городка Каменское, что находится на Днепропетровской области. И как ты вообще познакомился с CSGO? Как все обычно, брат подсказал путь мне, как дальнейше быть. Я пришел к нему в гости, и я вижу, он играет там в CS 1.6. Ну, тогда я не знал, что это CS 1.6. Я спрашиваю, а что это такая за крутая стрелялка? Он говорит, это CS 1.6. И он говорит, хочешь со мной? Я говорю, да, конечно. И тогда это была моя вторая игра, наверное, которую я начал играть так. Да. И как долго ты в CS 1.6 играл? 1-2 года. Угу. А когда вышел CSGO, ты сразу перешел? Нет. Не сразу понравилось? Не сразу было интересно в нее играть. Я не понимал все особенности CSGO. Сколько тебе было лет, когда ты запустил CSGO уже? Наверное, лет 10-9. Угу. Получается, я захожу в CSGO и сразу выхожу и иду играть в Майнкрафт. Ты долго играл в Майнкрафт? Да. А сейчас ты играешь? Очень редко. Так чисто с друзьями повеселиться. Не хватает времени или просто уже желание пропало? Просто такое желание, и там одному скучно. А пробовал ли ты какие-то другие игры? Тот же Fortnite, Valorant, колда, PUBG, в конце концов? Так, Valorant. Я, конечно, пробовал играть, я ее даже получил закрытое бета-тестирование. Я поиграл в нее и такой сыграл одну игру. Я не понял, что происходит, что за способности, что так медленно, 13 раундов. Я такой вышел, не доиграв игру, и пошел играть в Counter-Strike. Короче, спойлы тебе не зашли. Fortnite чистое строительство и графика такая мультяшная. А в PUBG там просто ты заходишь, тебя убили сразу и выходишь. В принципе, если ты умеешь хорошо играть в PUBG, ты, в принципе, можешь дожить и до конца, до последней зоны. Но я не умею там играть. А если мы берем какую-то, к примеру, доту, лол тот же? Но доту я один раз поиграл, мне сказал друг, пошли 1 на 1 на мид. Я такой, ты о чем? Ты будешь с окна на мираже, а я с топ-мида? Нет, он говорит, пошли в доту. Я такой захожу, я вижу, что это за магазин, что это за рынок? Что это тут за ослик тут стоит? Он говорит, это твой друг, ослик, а это рынок, там покупаешь всякие такие принадлежности. Мы пошли на мид, я быстро проиграл ему там за минут 10, и потом ушел опять же в КС. Давай тогда перейдем к твоему нику. Демон, такой звучный, яркий, агрессивный ник у 13-летнего парня. Почему именно такой ник себе выбрал? Все начинается с того, что я апнул первую Gold Novu, тогда у меня был ник там решетка, собачка, Дима, решетка, собачка. Такой прекрасный ник был на то время. И получается, меня какую-то там пригласили поиграть в какую-то такую команду. Я такой, чё бы нет. Все равно делать нечего. Тут чем-то займусь. И захожу, и мне тут человек говорит, давай, мне как-то не очень тебя называть Димой, когда мы играем, давай ты мне будешь Димоном. И так у меня и произошел мой ник. А если у тебя была бы возможность выиграть свой ник, вот представь себе, что ты вызываешь какого-то киберспортсмена 1 на 1 на имку, выигрываешь его и можешь забрать его ник. Кого бы ты позвал? Наверное, это Suffix, так прикольно звучит. Угу. Чисто из-за ника. Да. Наверное, Зипникс, чисто такой сложный, как он так вдумался вообще до этого ника. Тебя бы просто в СНГ называли бы все равно Хурях. И, наверное, Электроник. С кем тебе было бы сложнее всего? Зипниксом. Элик так, чисто на разогрев. Да, 16-0. Разминочка. Ты тогда уже следил за киберспортивной ареной CSGO, когда начинал?
Нет, чисто я знал, там кто-то выиграл мажор, я даже не знал, что такое мажор. Просто я знал счета и все. Первый день узнал счет, но второй его забыл. За какими командами ты следил? Возможно, организациями, либо чисто вот индивидуально за игроками какими-то? Ну, как и обычно, за симплом. Ну, это в начале своей пути карьеры. Но уже позже я осознал, что Элик мне больше нравится, как игрок. У тебя был момент, когда ты прям четко осознал, что ты хочешь быть киберспортсменом? Или ты просто играл по фану с друзьями? Ну, наверное, я осознал больше, когда я апнул 10-го фейсита. А сколько тебе было лет? 12. Неплохо. И как долго ты к этому шел? Годик, как я создал фейсит. А как много времени ты на начальном этапе уделял игре вообще? Ну, где-то часа 4. После школы? В это выходные дни 4, часа 4, а так после школы Майнкрафт. Как ты развивался в КС? Я играл в Майнкрафт, а потом друг позвал меня в напарники. КС на катку и все. Сколько сейчас времени ты уделяешь на тренинг КС? Ну, когда будние дни, когда у меня школа, стараюсь уделять как можно больше, чтобы тренироваться и одновременно стримить. Но это мне в основном выходит по будням часа 4-5. А по выходным целый день свободен. Там чисто репетиторы на часик уйти. Честно признаться, я никогда не думала, что после интервью с Моноси я когда-либо еще раз это произнесу. Но ты самый молодой игрок нашей команды на данный момент. Как относятся родители к тому, что ты так много времени проводишь в CSGO? Ну, на данный момент нейтрально такое, больше нейтрально. Больше они хотят, чтобы я учился. А раньше негативно. А как ты с ними договаривался? Как ты им объяснял, что тебе нужно поиграть, потренироваться? То есть ты родителям вообще объяснял, что это не просто увлечение, а ты можешь стать киберспортсменом, тебя может подписать организация, выступать на турнирах. Это такой крутой опыт. Я им это говорил, когда, вот, наверное, летом 2020 года. Потому что я уже понял, что надо идти. Они такие, что такое киберспорт? Иди учись. Иди спортом позанимайся. Вот именно. Ну, а сейчас уже, когда ты являешься частью организации Натус Винсера, без лишней скромности топовой СНГ организации, как они относятся к тому, что ты игрок команды? Ну, рады были то, что я какой-то нашел свой путь, какая-то карьера все-таки. Типа, я чем-то хоть занимаюсь. Ну, для них это стало подтверждением того, что ты выбрал правильный путь, и ты сможешь в этом реализовываться? Для мамы, да, но для папы, как я играл, так я и играю. Я надеюсь, что папа посмотрит это интервью и увидит, и узнает, что киберспорт — это здорово, это круто, и когда ваши дети уделяют много времени играм и хотят развиваться в киберспорте, в этом нет ничего плохого, поэтому дайте детям возможность в этом развиваться. И вы увидите, что все было не зря. Правильно? Золотые слова. Кстати, как у тебя со школой? Вся эта история с пандемией, коронавирусом как-то повлияла на твой распорядок дня? Ну, первые 7 классов я учился в другой школе, и там я учился на отлично. Получается, а потом после 7 класса я перешел в более такую сложную школу, одна из лучших школ в Днепропетровской области. Там мне стало тяжело, но я упал больше до хорошиста в первом семестре, а вот сейчас во втором семестре все говорят, типа, что я поднялся по оценкам. Я сам удивлен. Я знаю, что ФИР самостоятельно скаутит молодых игроков в нашу команду и в целом организацию. А как ты с ним вообще познакомился? Наверняка он тебя привел в команду Нави Junior. Это был конец декабря, 20-х числах, перед Новым годом. Артур Янцо, тот же известен как Вик, он играл с Фиром и сказал, что ему нужно еще 2 человека. Я такой, как уже прошусь, хочу поиграть с человеком из Нави. Это для меня был такой шок. Хотя бы поиграть с человеком из Нави. И я захожу, там сидит на эфир, у меня руки дрожат, и не понимаю, что происходит, как играть. Это был шок. Я захожу, хорошо себя отыгрываю, хорошо себя веду. И так мы больше начали с Фиром играть. Так больше познакомились. И так пошло-поехало. Как ты узнал о том, что ты, возможно, станешь частью Нави? Это было уже после Нового года,
такое событие произошло. За день до вылета, как мы с семьей планировали отдохнуть, мне Фир пишет в Steam: зайди сейчас в TeamSpeak. Он мне кидает TeamSpeak, я вижу в названии Нави, я только не понимаю, что происходит. Я захожу, вижу, сидит снизу Амиран и Фир. Он меня мувает, и со мной Амиран начинает разговаривать, я просто нервничал так сильно. Ты имел представление, вот, о чем вообще будут разговоры, почему тебя Фир позвал? Или ты даже не представлял, о чем будет идти речь? Я даже не мог представить, что там должно было произойти. И мне Амиран говорит, что они мной заинтересованы, и в скором времени я буду частью семьи Нави. У меня чуть слезы не пошли, хотя они пошли. Я очень радовался, но это был очень шок для меня, радость. Я упал на кровать и говорил, что я прошел, это было не зря. А кому первому сказал об этом? Сестре. И как сестра отреагировала? Старше, да, так понимаю? Да. Она знала, она знала, что такое Нави, всякое такое. Что это вообще такое? Я ей говорю, я поднимаюсь к ней наверх. Сестра, у меня тут такое произошло. Меня подпишут в Нави. Она такая: что? Ты что, шутишь? Я ей объясняю, она говорит, я спрашиваю, а как лучше это сказать родителям? Потому что они не знали, что это такое. Она сказала: как-нибудь скажем. Как родители отреагировали? Такие, типа, что такое Нави? Кто такие Нави? Я им объяснил, что такое Нави, кто это вообще такие. Я им показал на видео из примеров Нави Junior. Папа тогда его не был, он где-то работал вроде. Или куда-то уехал, там, с машиной что-то чинить. Я маме показал, и она как села смотреть, так и смотрит до сих пор все видосы Нави Junior. Был ли ты знаком ранее с нашими парнями? Может быть, ты следил за Нави Спортскемп? Может быть, даже подавал заявку, как вариант? Помню, когда вот эта мутилась вся тема с Нави Спортскемп, я такой думаю, а чем мне не подать заявку? Чем мне хуже? Но потом я осознал, что какое-то что-то такое Элла нужно, а мне его тогда не было. А раньше я так не был знаком. Я один раз только играл против Моноси и Люхи. Это когда он уже был в Нави? Да. Ну и как тебе Моноси на боевой арене? Сильно, конечно, очень сильно. Ты уже успел познакомиться с нашими бойцами? Может быть, общались в TeamSpeak? Но помню, когда я там просто не было интересно, я всегда заходил в TeamSpeak, смотрел, что там происходит, как они тренируются, кто там сидит. Там вот эти всякие симплы, аункер. Всякие. А потом ухожу. Всякие симплы. Симплы это аункер. А потом мне Фир говорит: зайди в Нави. Я такой зашел, и что он хочет. И потом он меня мувает, там, где сидят все из Нави Junior. И вот это вот бесконечное привет. Меня Амиран познакомился с всеми. Но я очень нервничал, я потом Фиру сказал: ты меня подставил. Я был не готов. Вы уже обсуждали с Амираном, как вы планируете в дальнейшем работать? Будет ли он тебя тренировать, или будет тобой заниматься Фир? Скорее всего, мы с ним общались на эту тему. Он сказал, что больше за мной будет как давать такой опыт Фир. И сам я буду развиваться в индивидуальном плане. А Фир как будет мой наставник. Давай прям зрителям расскажем, как обычно проходит твоя разминка и индивидуальная тренировка в CSGO. В основном моя разминка — это первая игра на Фейсите. Здорово. Или там, когда это уже турнир, там такие микротурики, я захожу на имбот серф и просто там прыгаю, стреляю. Какие у тебя вообще цели есть в киберспорте? Чего бы хотелось бы достичь? Или, может быть, какая-то есть мечта? Наверное, мечта была выиграть мажор, это самое первое, и стать на строчке первого ХЛТВ и топ-1 ХЛТВ вообще года. Какие у тебя еще есть увлечения помимо киберспорта? Я знаю, что ты занимался карате, футболом. Да, я занимался карате. Карате мне больше не понравилось. Как-то не люблю драки. Как долго ты занимался? 1 год.
Ну, самое, наверное, самый мой первый спорт был, это плавание. Там была такая ситуация, в 5 лет я впервые полетел за границу, там я чуть не утонул, и мне родители сказали, пошли на плавание, научишься хотя бы плавать. Так затянуло, что я 5 лет проходил, потом ушел, что-то не понравилось мне в плавании. А чем ты вообще занимаешься в свободное время? Если ты там, к примеру, не играешь, может быть, гуляешь с друзьями, смотришь фильмы, читаешь книги. Ну, наверное, больше такое. Я сейчас немножечко подсматриваю аниме. О, это к Синиксу и погорело. +1. Диалоги я пропускаю, а вот такие драки, вот это все такое там. То есть все-таки драки тебе нравятся? Именно как самого трасса нет, а вот драки, когда там кто-то дерется, да, как наблюдать, да. Ну, удобно. Так-то я драться не люблю, когда я участвую, но если кто-то дерется, это мне показывает, мне нравится. А вот какой фильм бы ты мог бы посоветовать нашим зрителям? Вот фильм, который нужно обязательно посмотреть всем. Ну, это, наверное, как «Форсаж», Угу. «Бегущий в лабиринте». Что еще такое? И даже Гарри Поттера не будет? Я и Гарри Поттера не смотрел. Ты серьезно? Нет. О, боже, посмотри Гарри Поттера. Пожалуйста, посмотри Гарри. Моя просьба, посмотри Гарри Поттера. А что смотришь обычно на Ютубе? Наверное, все, что связано с киберспортом, новости. Там, может, например, какие-то там... Тот же Кукушкин. Угу. Я думала, сейчас скажешь YouTube. Райз, Сеня. Райза, я Райза очень часто смотрел раньше, но сейчас что-то перестало, не очень интересно. Скатился. Получается так. Боже, нас уничтожат под этим интервью просто. Райз, я шучу. Ты, как всегда, шикарен. Мое почтение. Планируешь ли ты как-то развиваться в направлении Ютуба, свой канал делать, какие-то, может быть, влоги, рубрики, обучающие какие-то ролики? Еще когда там годик назад у меня есть свой канал, я там снимала видео. Угу. Мы Самый помним. год назад. Там такие, как вот это, как вот эти Алваес сделал мувики. Хотел делать мувик. Хайлайты. Угу. Но потом забросил и просто играл себе в удовольствие. Ну, планируешь как-то развиваться в этом направлении? Ну, да, наверное, буду... Хотелось бы, но чуть попозже. Сейчас бы я больше занялся бы Твичом. Как часто ты стримишь вообще? Раньше я еще до Нави, когда вот этот весь хайпа не было, у меня очень редко стримил. Там запускал раз, может, в 2 недели. 3 зрителя смотрели я, мой друг и еще 3-й мой друг. И вот и все. Чисто командная туса. Вот. А потом, сейчас, после, когда меня анонсировали, я стримлю каждый день, не стараюсь по выходным по 2 стрима делать. Ну, ты прям почувствовал какой-то буст от организации вот после подписания, после анонса? Да. Сколько зрителей меня смотрят? Какой у тебя сейчас прямом средний эфире? онлайн? 200-300. Неплохо, с 3 человек до 300, это, конечно, очень неплохо. А что тебе обычно Ну, ребята пишут в чате? Что спрашивают? Наверняка же интересуются, как 13 лет в Нави. А где Android? И в конце ты можешь сказать уже по традиции пару слов нашим фанатам и болельщикам. Ну, что скажу? Это самое главное, это подписаться на канал Нави Junior и на канал Нави, поставить Хорошо. колокольчик. Будет много интересно. И, ну, естественно, подписаться на мои соцсети. Дим, тебе огромное спасибо за то, что ты выделил время, ответил на все мои вопросы. И я надеюсь, что в скором времени мы тебя уже видим у нас на БК. Мне было тоже приятно отвечать на твои вопросы. Здорово, я рада, что тебе они понравились. Ребят, надеюсь, что вам понравилось это видео. Обязательно поставьте лайк этому интервью, пишите в комментариях свои вопросы для нашего нового игрока. Ну и, конечно же, как говорил Дима, подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. А с вами была Яна, Дима. До скорых встреч. Пока. Всем пока!